Меня зовут Ищенко Ирина, я этмолог и специалист по улучшению качества жизни. Это видео я записываю специально для тебя перед тем, как ты приступишь к изучению моей авторской методики, которую я назвала Кайтен-сессия. И данную технику я даю в рамках курса «Формула успешной и счастливой жизни». Я в самом начале поприветствовала тебя в нашем кругу, и сейчас я немножко разъясню, что это за круг. Это круг людей, которые осознанно развиваются, которые двигаются по пути своей трансформации, которые перешли из желания в намерение, из манифестации в действие. И данный курс организован как раз для таких людей. Там в квантовом пространстве, где проходит большая часть нашей работы, а мы перемещаемся из некой мерности данной реальности в свою внутреннюю вселенную, в ту святая святых, кое мы являемся на самом деле, для того, чтобы произвести там те изменения, те исцеления, которые необходимы нам для улучшения нашей сегодняшней жизни, для решения нашей проблем, для выхода на качественно другой уровень. Мы стали в круг. Это один большой круг, который начинался сначала с женщин, потом в этот круг присоединились и мужчины, где мы создаем определенную синергию людей, которые желают друг другу успешной трансформации, успешного путешествия, которые получают точно такую же поддержку от других людей. Из этого пространства мы уже двигаемся каждый в свою внутреннюю вселенную для реализации тех или иных задач, которые мы ставим в соответствии с заявленными темами. Данное пространство позволило нам создать единое поле, и в этом поле для каждого случается на порядок больше, нежели человек просто работает сам и работает исключительно на своей биоэнергии и на своих ресурсах. И такой вид работы, где мы работаем в онлайне, где у нас на онлайне присутствует достаточно большое количество людей, это, как правило, несколько сотен человек, мы создаем в том временном пространстве, существует такое понятие, как пространственно-временной континуум. То есть есть пространство и есть время. И у нас вебинары проходят в определенное время, где мы собираемся, и вот в этом пространственно-временном континууме и разворачивается данное поле, в которое мы потом и приглашаем всех тех, кто смотрит наши вебинары в записи или смотрит курсы в записи. И вот это видео предварительно для того, чтобы вам дать определенную инструкцию, как вам наиболее эффективно пройти этот путь, для того, чтобы понимать, почему именно такой вид работы мы вам предлагаем. Потому что это практика. И практика наша предполагает, что мы открываем этот внутренний мир, мы открываем это безмерное пространство внутри себя и погружаемся в наши так называемые базовые материнские программы. Те программы, на которых вообще сконструирован весь наш профиль личности, который как раз и определяет, как мы себя чувствуем в контексте той или иной темы, какие у нас мысли, как мы действуем, какие обстоятельства привлекаем в свою жизнь, каких людей, какие события видим на внешнем экране и по большому счету какой вообще сценарный сюжет мы проживаем в соответствии с той или иной заявленной темой. И так как эта практика предполагает, что в этом только мы можем двигаться в соответствии с использованиями определенных техник, определенных инструментов, то наилучший вид работы был это реальная живая работа в вебинарах, где живые люди в моменте здесь и сейчас работают. И те, кто смотрит в этой записи, основная задача — это подключиться так, как если бы ты физически присутствовал на этом вебинаре в том времени и в том пространстве.
И это наилучший результат, который мы наблюдаем на протяжении последних лет, когда мы пытались экспериментировать, сделать это в записи, сделать это в онлайне, сделать это вживую. Таким образом, ты получаешь несколько преимуществ даже по отношению к тому человеку, который находился физически. Потому что это практика, и практика предполагает, что ты будешь соприкасаться с определенными гранями, частями себя, которые, возможно, травмированы, возможно, им небезопасно, возможно, там нужно какое-то облегчение, нужно над чем-то задуматься, нужно сосредоточиться. Для этого тебе нужно благоприятное внешнее пространство. И, соответственно, выбирая время и возможности для просмотра данного вебинара, для того, чтобы сделать эту практическую работу, ты позаботишься о том, чтобы это пространство было организовано, чтобы ты оставался один, чтобы какое-то время тебя никто не беспокоил. В то время, когда вебинар заявлен в определенное время, и люди, как правило, вынуждены уже подстраиваться под своих родных и близких, и не всегда имеют хорошую возможность именно для самой практической части. Поэтому мы с благодарностью относимся ко всем тем, кто находился физически, кто открывал это пространство. И многие потом прорабатывают, дорабатывают записи, некоторые покупают эту запись. И вот данное видео как раз для того, чтобы согласовать все наши действия вне зависимости от того, какая у нас была с тобой коммуникация. Если ты заметила или заметил, мы общаемся на «ты». Не потому, что это неуважительно. Дело в том, что наше «я» такая многоуровневая и большая структура, что когда мы обращаемся друг к другу на «вы», наше «я» буквально отзывается через множественное «мы». А задача нашей практики как раз, чтобы из этого множественного «я», из этого расфракталированного «я», из этого количества субличностей создать единую, целостную, центрированную структуру. Структуру, которая получит доступ к ядру своей души, структуры, которая получит свои сонастройки с ресурсами родовой системы, с нашей планетой, со всей иерархией и горизонталью нашего высшего «я», наставников, кураторов, космических семей и той сути, которой мы являемся с вами на самом деле. И я буду обращаться к тебе во всех моих медитациях, во всех моих практиках. Я, как правило, и говорю, что там за закрытыми глазами, а очень часто у нас работа в квантовом пространстве происходит или с закрытыми глазами, или уже при открытии непосредственного поля, остаешься ты и мой голос. И мой голос не присутствует там, он скорее тебя сопровождает извне, позволяя рассказать какие-то алгоритмы, на что-то обратить внимание больше или меньше, пойти за тем, что проявляется сейчас только у тебя. Возможно, мой голос сейчас предлагает тебе сделать что-то другое. И вот это важно понимать перед тем, как ты приступишь непосредственно уже к просмотру самого вебинара. Вебинар построен таким образом, что в нем есть домашнее задание, и в нем есть практически сами инструменты, которые я даю как в домашних заданиях, так и на самом вебинаре. Я очень много проясняю и повторяю каких-то вещей, понимая, что моя целевая аудитория может быть и состоять абсолютно из разных людей, из людей, которые имеют разное образование в разных сферах и быть очень далеки от тех нюансов, которые знает современная психология и психотерапия. И благодаря этому, как бы ориентируясь на обычного человека, чтобы он максимально понял, многие вещи я достаточно часто повторяю, проясняю, ну, как показывает опыт, что это является и хорошим показателем для тех, кто разбирается в теме внутриличностных, межличностных отношений или развития своей структуры личности.
И желательно, чтобы вы сначала прошли этот вебинар так, как если бы вы физически его проходили с участниками. То есть разложили его на каждый день или в том режиме, в том алгоритме, как у вас позволяет время, чтобы вы двигались так, как вы ощущаете для вас правильным, на той скорости, на соответствии с теми процессами, которые будут разворачиваться. Потому что, несмотря на простоту многих упражнений, которые вам могут показаться очень простыми, на самом деле могут распаковываться очень глубокие слои наших внутренних структур, к которым иногда не прикасались десятилетия, а то и столетия, иногда тысячелетия. И таким образом вы пройдете весь вебинар, вы соберете всю ту информацию, которая своего рода такой жемчужной нитью разложена через все наши практикумы и через все вебинары, и только в самом конце, уже овладев в полной мере инструментом по изменению качества вашей жизни, инструменту по решению ваших вопросов, вне зависимости от того, в какой сфере жизнедеятельности они лежат, вы поймете и получите уже конечный результат. Если же вы что-то повыхватываете, например, не будете делать домашнее задание, а будете делать просматривать только вебинар, если вы что-то будете пропускать или чрезмерно где-то стремиться, возможно, у вас неосознанно могут выпасть очень важные пазлы, которые в конце не смогут сложиться в ту цельную картинку, которую мы постарались вам дать и которая, на мой взгляд, является наилучшим вариантом из того, что мы могли предложить. Итак, добро пожаловать в наш курс, который мы назвали «Формула успешной и счастливой жизни». Для того, чтобы понять само название, мы сейчас просто глянем на то, что счастье — это то, что внутри нас. Счастье — это гармония, это некое состояние, которое мы испытываем очень часто вообще вне зависимости от каких-то внешних обстоятельств. Если это состояние у нас есть, то ни дождь, ни невзгоды, ни какие-то новости по телевидению могут вас с этого состояния так и не вывести. И когда мы говорим про счастье, мы говорим про некую внутреннюю архитектуру, про некую целостность, про некий контакт с собой и с чем-то, что мы идентифицируем как «я». Это такая внутренняя гармония, и она живет внутри нас. Успех же мы ассоциируем с чем-то внешним. И это, как правило, наша профессиональная реализация, наше путешествие, как нас видит мир, признает ли он нас, реализованы ли мы в нем. И по самому названию становится понятным, что инструменты, которые я вам предложу, они эффективны как для работы с внутренним состоянием, как с работой со своим телом, со своими чувствами, эмоциями, со своими мыслями, со своей внутренней семьей, потому что там внутри нас есть огромное количество наших «я». И даосы утверждают, что их около 987 «я». Наш же опыт доказывает, что их, наверное, на порядок больше, потому что там есть и наш внутренний мужчина, и наша внутренняя женщина, там есть наш внутренний отец, внутренняя мать, там есть наш внутренний ребенок и взрослый, там есть много архетипических наших образов, где мы воин, где мы королева, где мы хозяйка, там есть тот, кто боится, и тот, кто сомневается, там есть тот, кто отчаянно стремится к своим целям, и есть тот, кто не верит, что это получится. То есть если мы с вами возьмем любую нашу жизненную ситуацию, вне зависимости от того, про что она, и мы просто захотим исследовать свое отношение к ней, то окажется, что у вас там целый комплекс своих мнений. И вот эти вот мнения, вот эти вот ощущения можно было бы разложить на какие-то свои «я». И крайне редко, когда мы говорим про какую-то одну ситуацию, и мы говорим «я боюсь»,
Да, я, например, меня спрашивают, почему ты чего-то не делаешь? И я говорю, там, например, да, я боюсь вот этой ответственности. Как правило, я заявляю внешнему миру и идентифицирую себя только с одним этим «я», что очень часто является не совсем верным. Потому что если я сейчас разложу свое мнение и свое отношение по этой теме, то окажется, что там все-таки есть то «я», которое очень хочет, есть то «я», которое сомневается, есть то «я», которое не боится, а просто не верит, что не получится. Вот эти вот множественные «я», как правило, и создают у нас такие устойчивые наши внутренние программы. Эти программы и определяют нас как некий профиль личности. Эти программы как раз, они являются достаточно устойчивыми конструктами. Эти конструкты, естественно, они находятся на уровне нашего ментала, на уровне наших мыслей, на уровне наших системных убеждений, ценностей каких-то. С ними мы себя идентифицируем, и мы говорим, это я люблю, это не люблю, так бывает, так не бывает, к этому я так отношусь, это к этому вот так, это нравится, это не нравится. И вот это и есть как раз наше комплексное я-видение, себя, я-ощущение, мы называем это психологией, я-концепция, как я думаю, как я чувствую и как я действую в контексте той или иной темы. И вот как раз вот эти вот программы, они обслуживаются нашими устойчивыми связями нейронными, межнейронными связями, которые обслуживаются синапсами. Наверняка вы, может быть, слышали такое выражение, как синапсовые связи. И это делает нас роботизированными. Стимул, реакция, стимул, реакция. И вот мы встречаем взрослого человека, которому уже лет 40, а он как чувствовал в своей жизни лет в 10 чувство неполноценности или вины. Вот так сейчас уже прошло 30 лет, а человек продолжает это же чувство испытывать. Это значит, что он в плену определенной программы, в плену определенного состояния. И когда говорят, позволь себе быть счастливым, расслабься, смотри на жизнь, ты ок и мир ок. Все это чудесно, только если я в этой программе, я себя так чувствую. Как научить себя чувствовать по-другому, если именно это состояние я испытываю, именно с этим я себя не сколько идентифицирую, сколько себя ощущаю. И если программа не очень сильно заряжена, то иногда хороших аффирмаций, смены модели мышления, смены модели поведения может оказаться достаточным. Но мой 15-летний опыт работы с клиентами, уже порядка 13 тысяч клиентских таких работ, показывает, что все-таки большая часть наших программ, которые мы идентифицируем потом как проблема это что-то, что во мне присутствует и с чем я не могу справиться, и где я ощущаю, что мне нужна определенная помощь, как правило, человеку самому непосильно именно на уровне смены ментального убеждения. И вот это состояние, да, представьте, что программа — это некий конструкт, некая капсула такая, которая имеет свои грани, свои формы, она похожа на кристалл там неправильной формы, и вы внутри, это ваше «я» испытывает энное количество чувств, энное количество состояний. И что такое, чем отличается чувство от состояния? Чувство — это когда я испытываю что-то одно, а состояние — это когда в контексте данной темы у меня комплекс чувств. Мне и страшно, мне и обидно, мне и стыдно, я и злюсь, я и хочу убежать, я и хочу ответить. Да, очень часто нам много там противоречивого чего-то. И вот теперь представьте, что в этой программке вот эти вот точечки и есть вот эти ваши «я». И именно это определяет мое состояние, мое счастье или несчастье, мой комфорт, мою согласованность внутри себя. И так как я сказала, что там внутри твое «я» очень многослойное, то, как правило, мы и говорим, что мое «я» — это мои мысли, мои чувства и мое тело. Да, можно так рассматривать. Мое «я» — это мой взрослый, мой ребенок и мой родитель. Мое «я» — это там через какую-то систему архетипическую. То есть есть очень много схем, как мы можем рассмотреть целостную структуру, и мы будем с вами еще об этом на разных вебинарах говорить, если вы с нами двигаетесь, и вы будете видеть, как мы работаем через разные форматы.
форматы. Но в данный момент, предлагая вам инструмент для самоисцеления, для самопомощи, я предлагаю вам, чтобы вы смотрели на вашу проблему через эти множественные «я», через те чувства, которые вы испытываете, через те мысли, которые у вас возникают. И вот в этом месте, где мы будем работать с нашим «я», мы будем говорить, что вот мы работаем с нашим счастьем, мы работаем с нашим состоянием, мы работаем с тем, чтобы внутри вас появилась эта гармония, эта целостность и эта центрированность. Возникает вопрос, тогда как же были сформированы эти мои системные убеждения, как же были сформированы эти мои «я», если они внутри меня появились, да, родители родили вас, Бог создал вас, а вы создали себя. И вот эти вот все ваши «я» и есть уже ваше детище, есть уже ваше творение. И вы как Творец очень часто отдаете предпочтение одному «я» и не хотите слышать другое «я». Вытесняете третье «я», критикуете четвертое «я», которое сейчас поступило не так, как вам бы всем хотелось. Стыдитесь какого-то «я», прячете другое «я», выставляете третье «я». И вот это наша неравномерность, я бы сказала тогда, к собственной же структуре может метафорой рассматриваться как «я», как нелюбовь к себе, как «я», которая, как Бог, не очень-то удовлетворен своим творением, и по большому счету агрессор такой, который по какой-то причине отдает предпочтение одному и исключает другое. И вот вся работа про счастье будет как раз, как я уже сказала, по тому, чтобы у вас внутри, в вашей внутренней вселенной появился любящий Бог, любящая мама, любящий отец, и ваш внутренний ребенок был счастлив, доволен или удовлетворен, потому что это счастье дает именно эта внутренняя наша структура. И это ядерная наша структура. И квантовая механика доказала, что энергия идет изнутри через ядро, и поэтому вращаются электрончики вокруг ядра, и поэтому весь наш мир живой и все проявлено. И внутренний ребенок как раз и является этой сердцевиной, которая образовалась в результате этих двух монад, вот этих вот структур, и обслуживает все это ваше большое «я», которое не является ни мыслями, ни чувствами, ни телом, а тот, кто как раз та движущая сила, которая обслуживает ту структуру или другую структуру, решает, будет она это думать, будет она так действовать, будет ли она сейчас двигаться за вот этим вот своей привычкой какой-то. И естественно, что если все это образовалось, то на это понадобился какой-то срок, и это опыт нашей текущей жизни. И этот опыт нашей текущей жизни начинается от зачатия до сегодняшнего дня. Все, что с нами происходило, все, что осталось в линии нашей времени непрожитым, непроработанным, неосознанным, незавершенным, оно остается в нашем сегодняшнем. Мы через наше тело получаем доступ, и прямо здесь и сейчас чувствуем и ощущаем очень часто мысли, чувства, которые были в нашем раннем детстве, которые были еще, когда мы были внутриутробно, или какая-то родовая травма все еще продолжает на нас действовать. Вы спросите, почему это происходит? И у психологов очень много версий, как происходит травма, как происходит расщепление души. Но квантовая механика сегодня рассказала, потому что там в квантовом мире, в том бессознательном, про который все время рассказывает психология, нет времени и пространства. И поэтому ваше заблокированное чувство или ваш страх, или ваш стыд, который вы сейчас испытывали когда вам было лет 10, вы здесь и сейчас его испытываете в соответствии с какой-то очень маленькой ситуацией, которую мы называем триггерная ситуация. Ситуация, которая как-то похожа или событийна. Бывает это тот же аромат, бывает это тот же цвет, бывает это синдром годовщины, там также планеты стоят, также пространство развернуто. И
вот это все включает вам доступ к вот этим вот информационным капсулам, которые остаются в этом безвременье. И мы вместо того, чтобы наработать, окрепнуть и быть сегодня полны сил для движения дальше, часто по линии нашего времени пооставляли свои проекции, пооставляли свою энергию, незавершенные связи, какие-то наши травмированные части. И с этим уровнем текущей жизни мы с вами обязательно будем работать в нашем инструментарии. Второй уровень, который нам будет нужен, это родовой уровень, потому что он определяет, и он является такой как бы подложкой для того, чтобы уже активизировались ваши сегодняшние программы. Мы получили от наших предков их тело, в этом теле их ДНК. Что такое ДНК? ДНК — это архив, это такая база к опыту наших предков, база к всему опыту, который был когда-либо на нашей планете, и генетики, раскодировав нашу ДНК, утверждают, что у нас есть и ДНК бактерий, и ДНК животных, и ДНК растений, и всего-всего, что есть на нашей планете, и даже там есть 2/3 этого ДНК, которые для них пока непонятны и неизвестны, это как раз и есть наша с вами космическая составляющая. И через эту базу мы имеем доступ в этом безвременье с теми же информационными капсулами, которые были у наших предков. Все, что там было не прожито, не выплакано, не отпущено, не реализовано, не понято, не отдано, а отдано не обязательно должно быть что-то хочет завершиться. Бывает, род не передал какой-то ресурс, бывает, род не передал благословление, бывает, род не восстановил какие-то потоки, бывает, род чего-то не завершил, бывает какая-то большая прям задача родовая. И вот это все точно так же продолжает одномоментно жить в нас. И следующий уровень — это опыт нашей души в других телах, в других воплощениях. И его мы называем кармический реинкарнационный уровень. Мы его можем также назвать системный опыт или опыт коллективного бессознательного, потому что этот опыт, он и хранится в базе данной общечеловеческой. Та ваша жизнь, которая была пару тысяч лет назад или даже 100 лет назад, она уже в любом случае хранится не в доступе через родовую систему вашего рода, а через общеколлективное бессознательное, в котором точно так же ваша душа еще что-то не завершила, что-то не забрала, что-то не отпустила, что-то было не закрытым. И сегодня в вашем «Я», здесь и сейчас, вы одномоментно имеете доступ ко всем этим уровням. Через ваши чувства, через ваши ощущения, через ваши модели поведения, через ваши действия вы, как некая программа, реагируете на все вот это вот энергетический, энергоинформационный, вот этот вот свой скафандр, который с одной стороны делает из нас «я», с другой стороны это «я» очень несвободно, это «я» в этом «мы» теряется, это мои чувства, и это моя реакция на вот этот стимул, или это вообще реакция из моего детства, или это сейчас во мне чувство моего деда и всех тех, с кем он был связан, когда проходил там тяжелый опыт ГУЛАГа. Это мое чувство, когда меня на эшафоте казнят, или это чувство жертвы моего прадеда, которую он лишил жизни. И вот эта неспособность иметь доступ только к себе настоящему, невозможность жить в моменте, проявляться здесь, потому что мы окружены, скажем так, да, вот этим вот всем большим скафандром, большим энергоинформационным слоем, который как раз и является определенными шорами для того, чтобы мы могли в этой реальности существовать, для того, чтобы мы могли быть полны сил, для того, чтобы мы слышали свое «я», для того, чтобы наши желания были не из компенсаций, не из незавершенных каких-то событий
наших предков, не из ожиданий нашей мамы, не из того, чтобы все поняли, что я молодец, а из действительно того чувства, которое является вашим истинным чувством. И только на это истинное чувство ваша душа, ваше высшее Я будет выделять необходимое количество энергии. Это вот та потоковая жизнь, про которую многие говорят, когда у тебя хватает и времени в сутках, когда ты готов двигаться, даже если ты устал, когда ты готов заниматься этим, даже если тебе не платят деньги, когда ты счастлив, когда ты в движении, когда ты успешен. И мы с вами сейчас посмотрели два таких поинта: счастье, состояние, и оно первично. И чтобы достичь этого состояния, мы должны с вами из вот этого множественного «мы» сформировать целостное «я», получить доступ, ключи к своей сути и проявиться на экране нашей жизни в той полноте и начать заниматься и делать то из этого «я», чего я хочу на самом деле, для чего я предназначен, для чего я сконструирован, и иметь в доступе все те ресурсы, которые у вас есть, потому что очень у многих людей ассоциируется род с чем-то тяжелым, карма с чем-то тяжелым, хотя на самом деле это не так. В родовой системе, как в недрах нашей планеты, сокрыты колоссальные ресурсы для нас. В нашей карме осталось колоссальное количество ресурсов, ибо мы с вами уже не первая цивилизация, живущая на этой планете. У нас с вами был опыт, когда мы были эволюционно на порядок выше, чем сегодняшнее человечество. И мы имеем доступ к этим знаниям, к этой силе. Но был потом большой период, вот этот период, который называют в ведах Кали-югой, когда мы за это очень пострадали, когда если у тебя есть сила, то ты мог быть сожжен на эшафоте каком-то. Если ты был мыслящим и говорил, что Земля вращается, что Земля вертится, тебя могли анафеме отдать. Если ты был инакомыслящий, отличался, то есть за это время мы прошли очень жесткий путь. Вот как мы смотрим на истории наших предков, и последние поколения были очень тяжелыми. Вот так же точно очень часто наши последние воплощения были настолько тяжелыми, что мы утратили доступ к собственным ресурсам, как будто на нашем же хостинге вот эти вот наши дары и сокровищницы, которые мы нарабатывали своим опытом, нарабатывали служению различным богам, потому что в одном воплощении вы были преданным Шивы, в другом воплощении вы, возможно, были жрицей в храме Артемиды, в третьем вы, возможно, постигали древние знания Египта, в четвертом вы хорошо были знакомы с язычеством и с миром духов, растений. Это все есть у нас. И сегодня, когда говорят, что нам нужно чему-то учиться, нет, нам не нужно ничему учиться, нам нужно себя пробуждать. Нам нужно себя включать, нам нужно себя очищать и возвращать к своим первоистокам, и нам нужно вспоминать. Поэтому, когда мы говорим про то, что мы работаем со всеми этими уровнями, то важно, чтобы ваш ум сразу сонастроился, что это происходит процесс деконструкции. Что такое деконструкция? Деконструкция — это слово, которое дословно переводится как перерастройка, перестройка одномоментная. Представьте, что сейчас, глядя на мою картинку, я бы могла состоять из таких, как на фотография состоит пикселей. И теперь представьте, что вот вы видите Ищенко Ирину, потом раз, да, здесь там какой-то цветочек появился, потом за секунду раз-раз эти пиксели перестроились, и тут, например, сейчас там Хатей появился, или раз и там, не знаю, какое-то здание. И вот это и есть процесс деконструкции. Это не что-то разбирается, очищается и снова собирается. Этот процесс одномоментный. И одномоментно что-то проживается, что-то отпускается, что-то возвращается, что-то перестраивается, что-то меняется. То есть мы запускаем естественный процесс, аутопоэтический процесс, который свойственен всем живым организмам. Это процесс по самоупорядочиванию, самоисцелению,
самовосстановлению и корректирует этот весь процесс ваша душа, ваше высшее я, ваша тонкая знающая структура, которая сейчас вы делегируете эту работу. Именно поэтому, как я говорила, мы работаем с вами в поле, мы работаем в квантовом поле, где есть у вас доступ ко всем временным линиям, ко всем вариантам и коридорам вашей судьбы и полностью целиком к вашей конфигурации. И задача, чтобы внутреннее ваше наполнение преобразилось, и чтобы вы получили состояние комфорта и удовлетворения в контексте той заявленной темы, и потом, возможно, это вообще станет вашим движением по жизни, что вы захотите не только в какой-то теме себя так чувствовать, не только в отношениях, не только в контексте «я и моя работа» или «я и деньги в моей жизни», а в принципе во всех ваших базовых устремлениях, потому что даосы утверждают, что мы по-настоящему счастливы, если нам удается получить состояние комфорта и удовлетворения на всех 8 наших устремлениях, которые и являются как раз нашим успехом. Это когда у нас удается и отношения с нашей семьей, с нашим родом, с нашим здоровьем, когда мы здоровы. Это когда мы богаты и изобильны во всех смыслах этой жизни. Если мы имеем славу, успех, доброе имя, если у нас удаются партнерские отношения, если у нас есть дети или проекты, или то, что мы из себя рождаем и дарим этому миру, если у нас есть покровители и путешественники, если у нас есть хорошая карьера и, наконец, если у нас есть духовное развитие. Все эти 8 устремлений дарят нам успех и дарят нам полноту жизни и дарят нам радость существования. И кайтен-сессии, которые я вам сейчас предложу и которым посвящен весь этот курс, как раз инструмент, который был создан специально для того, чтобы мы могли работать с заявленной темой, с заявленной проблемой, сразу осознавая, что мы берем программу, мы берем этот конструкт. И вот в этом конструкте заключено ваше «я». Это «я» как-то себя чувствует, вот это есть и состояние, и вам надо это состояние трансформировать, чтобы там было чувство удовлетворенности, чувство счастья. Я думаю, что мы вполне можем заменить его словом «внутренний комфорт». И чтобы на экране тех событий, где сейчас это отзеркаливается, в рамках чего это отзеркаливается, появилась другая картинка из этого внутреннего состояния. Итак, я бы предложила сейчас вам непосредственно сфокусироваться на том инструменте, который я предлагаю, который я назвала кайтен-сессия. Кайтен — это японский иероглиф, который буквально звучит «меняющий судьбу». Кайтен есть такой термин из слова айкидо, и это действие, которое буквально обозначает раскрытие и поворот. И это слово, как никакое другое лучше, объясняет, что мы с вами делаем. Мы берем с вами некую структуру, которую мы определяем как некая программа, и это есть ваша проблема «я» в контексте какой-то темы. Я и мое чувство, которое я испытываю каждый раз, когда меня критикуют. Я и моя печень, которая сейчас непонятно, что происходит, и врачи никак не могут нормальный диагноз поставить. Я и мой ребенок, который сейчас плохо учится, и я не могу никак ему в этом помочь, и не понимаю, что с ним происходит. Я и мой муж, с которым мы отдаляемся. Я и начальник, который меня критикует, я и машина, которая ломается. То есть фокус вашего внимания, фокус вашего «я» может находиться абсолютно в разных векторах. Он может быть направлен внутрь вас,
И это могут быть какие-то мысли иррациональные, я все время себя критикую, я все время собой недоволен, я все время, да, то есть есть какие-то мысли, какие-то чувства, у меня приступы агрессии, у меня панические атаки, у меня депрессия, у меня недовольство, у меня постоянное раздражение, что-то связано с вашим телом, это могут быть какие-то симптомы, это могут быть какие-то состояния физические, нехватка сил, постоянно происходит что-то с мизинцем на левой руке, да, то есть у тела могут быть для вас какие-то послания, это могут быть послания из тонкого мира в виде ваших снов, то есть вот фокус внимания может быть внутри вас и где-то в вашем «я», он может быть как во внутриличностном конфликте, не могу сделать выбор, не могу определиться, чего хочу, в вашей внутренней структуре, да, а может, как я сказала, находиться на одном из подуровней, на уровне вашего ума, ваших чувств и вашего тела. Второй фокус – это борд, как мы его называем, некая внешняя проекция, некие зеркала. И вот эти вот зеркала и есть другие люди, другие обстоятельства, другие события. Это может быть один человек, это может быть группа людей. Каждый раз я попадаю в ситуацию, где муж с женой ругается, я как третейский судья, они меня туда привлекают. Или одна моя подруга рассказывает что-то про другую, и потом я в этих всех неприятностях как-то включаюсь. То есть это могут быть какие-то закономерности, какие-то системные, повторяющиеся ситуации. Иногда это просто что-то разовое, что-то, что вас беспокоит, что-то, что проявилось, и иногда оно уже могло уйти из жизни, но вы ощущаете это как чем-то незавершенным. То есть у нас с вами появляется, да, таких несколько систем координат. С одной стороны, этот фокус внимания внутри меня или он снаружи, что-то мне показывает, да, чего-то на экране моей жизни, что-то включается. Я к этому не имею никакого отношения, но оно на моем экране постоянно. Уже 5-й раз я в одной и той же ситуации я это наблюдаю. Я ни к алкоголю не имею никакого отношения, но у меня пьет отец, у меня пьет брат, у меня был пьющий муж, сегодня я помогаю своей подруге, у которой пьющий муж и какие-то неприятности, я там в этом всем сюжете, хотя ко мне вроде как не имеет отношения, но на экране моей жизни что-то мне во мне показывает. А мы должны понимать, что все, что мы видим на внешних отображениях, и есть наши внутренние программы, и есть наше «я», и душа пытается обрести эту целостность, и вы сейчас через эти послания можете поработать с собой, и фокус внимания уже где-то вот внутри. Второй фокус, как мы сказали, он извне, на каких-то событиях. Вы или там очень включены, или вы это наблюдаете, или вас выдергивают, вас жизнь туда привлекает, вы бы туда и не смотрели, и не двигались бы, но жизнь заставляет держать вас фокус внимания там. Это первое, да, мы определяем, это я внутри, или это я, у которого есть второй поинт, вторая точка. И следующая система координат. Мой фокус внимания может быть в моем прошлом, и не обязательно в опыте моей текущей жизни. Иногда человек просто говорит, почему со мной это происходит, с чем это связано, на что мне нужно посмотреть, что мне это показывает. То есть человек говорит о том, что есть некая причина наверняка того, что со мной происходит. И вы не знаете, это опыт вашей текущей жизни, это внутри вас какие-то мысли, это что-то из родовой системы, это из кармы, это как что-то вместе взятое, да, нанизанное такое на один корешок такой длинный. Но у вас фокус внимания, что вам нужно на что-то посмотреть. Второй фокус внимания может быть внутри вас в настоящем. Что же со мной не так? Что я делаю не так? Чего я не вижу? Почему? Это значит, что вы говорите, что где-то прямо сейчас, прямо где-то здесь что-то происходит. И ваш фокус внимания где-то в сегодняшнем, внутри вас, в вашей сегодняшней жизни, в ваших действиях. То есть вы, ваше «я» как будто вам подсказывает, что причина где-то внутри меня. По крайней мере, фокус внимания у меня здесь. И третий вариант – фокус внимания в будущем.
Я хочу туда, двигаться, я хочу этого достичь, я мечтаю об этом. То есть ваше внимание, ваш фокус внимания в вашем будущем. И вот так вот просто перед тем, как начинать прорабатывать какую-то проблему, какую-то тему, которую вы собираетесь проработать, было бы хорошо, если бы вы диссоциировались, как бы отстранились от этого вашего «я», которое вот сейчас решает эту тему, и посмотрели, где в этом «я» фокус внимания. Это что-то про меня, это что-то еще и про внешние какое-то зеркала, это что-то про то, что я хочу понимать, откуда этого корни, это что-то внутри меня, или это работа с неким будущим, то есть прошлое, настоящее и будущее. И это будет уже такая подготовка для того, чтобы вы смогли грамотно, скажем так, распределить фокус своего внимания, потому что опыт показывает, что где энергия, где фокус внимания, там, как правило, и будет больше всего проходить. Там, как правило, и будет больше всего каких-то процессов разворачиваться. И, естественно, если в этом прошлом, то, вероятнее всего, там нужно будет что-то распаковать, что-то выпустить, что-то интегрировать, что-то осознать, что-то отменить, за что-то раскаяться, на что-то посмотреть, что-то упокоить. Если это внутри, настоящем вашем, то, вероятнее всего, нужно посмотреть на свои себя, на свои качества, на те события, которые происходят, на то, что вам сегодня зеркалит. И если это в вашем будущем, то что мешает, что поможет, какие ресурсы вам необходимы, что сделает ваше движение более успешным. И точно так же для реализации этих задач я и предложу вам ряд инструментов, которые будут очень похожи, но из-за того, что формат немножко по-другому выглядит, вы можете этот инструмент совсем по-другому и применять. Так, обычный однопоинтовый кайтен — это работа с «я» в контексте какой-то темы. У нас такой, с одной стороны, это универсальный инструмент, и мы именно с него начнем нашу работу. С другой стороны, это инструмент про то, чтобы что-то было очищено, чтобы что-то запустилось трансформационное, чтобы увидеть какие-то послания, чтобы что-то завершить в прошлом. Если есть у этого другой поинт, мы так и называем двухпоинтовый кайтен, это, как правило, работа «я» и еще что-то, что мне это показывает. И если это работа с целью, то у нас есть работа выборов, но она также и работает «я» и цель, «я» и переход в наилучший коридор своей судьбы, «я» и достижение моей цели, «я» и реализация моей задачи. И вот этих три формата, они будут для вас более эффективным, если вы в самом начале определите, где у вас фокус внимания и где ваша энергия. Итак, пару слов непосредственно о кайтен-сессии. В своем прошлом я была классическим психологом-психотерапевтом, которая искала краткосрочные инструменты, краткосрочные техники для того, чтобы быть максимально эффективной и в первую очередь для изменений в собственной жизни. Ибо я верила, что специалист, помогающий профессии, как минимум должен в этой жизни как-то справиться в первую очередь, если не со всеми, то с основными своими проблемами, с основными задачами. Если уж не поменять прям как-то свою жизнь, то, по крайней мере, получить какое-то ощущение удовлетворения, удовольствия, стабильности, не создавая такое впечатление, а действительно проживая из этого состояния. Ибо один из моих учителей сказал, что мы можем привести человека только туда, куда мы дошли сами. И сегодня эти слова Берта Хеллингера для меня на протяжении многих лет являются путеводными. Чтобы кого-то куда-то привести, я должна пройти этот опыт сама.
или я уже это имею, и я знаю, что если я это имею, значит я реинкарнационно хорошо поработала, сегодня у меня нет никаких иллюзий, что мне просто манна небесная опустилась. Ну, конечно же, для меня сегодня на порядок ценнее и важнее то, что было наработано в этой жизни, то, чего не было ни у меня, ни у моих бабушек, мам, ни у моих родственников, то, чего я по-настоящему достигла, то, к чему я пришла посредством собственного труда, собственных трансформаций. И в этом путешествии к себе, каждый раз, когда я знакомилась с различными техниками, я понимала, что даже при всей своей эффективности они предполагают очень долгую трансформацию. И когда я стала набирать набор техники, инструментов, я познакомилась с расстановками. Расстановки — это полевая работа, это работа с полем, то это очень быстрый доступ в бессознательное, очень быстрый доступ к тем программам, которые как раз сейчас и обслуживают всю эту тему. Но было одно небольшое «но». Классические расстановки работают в большей мере с родовой системой. И вся их задача — найти в родовой системе ту историю, которую вы сейчас перепроживаете, те слезы, которые вы выплакиваете, те долги, которые вы отдаете, родовые переплетения, смещения. И работа была на исцеление родовой системы. Это была чудесная, прекрасная работа, но спустя какое-то время я поняла, что мы проваливаемся периодически в какой-то более глубокий опыт, который мы называем реинкарнационным, где душа себя идентифицирует с каким-то опытом, возможно, даже находясь в теле противоположного пола, где видит совсем другие временные рамки, и становилось со временем понятно, что эта родовая система как раз и позволила сейчас этой душе получить доступ к этим файлам, или получить какие-то ресурсы, или получить какие-то настройки для того, чтобы это достать, чтобы это завершить. Точно так же бывало, мы останавливались в поле и понимали, что работа на самом деле будет более эффективная, если мы проработаем детскую травму, или мои отношения вот здесь и сейчас уже меня как мамы с моим ребенком, или внутри меня есть какое-то системное убеждение деструктивное. Этим занимаются классические структурные расстановки. И на какое-то время для меня все это было разбросано, расфракталировано, и для меня было абсолютно очевидным, что если я сейчас приду к расстановщику, психологу, он будет работать с моей внутренней структурой. Если я приду к классическому расстановщику, он будет работать с моей родовой системой. Если я приду к реинкарнологу, он будет работать с моими реинкарнациями. Если я пойду к астрологу-расстановщику, он расставит мою натальную карту, мои дома и снова-таки будет работать по какой-то своей схеме. И таким образом одну и ту же проблему нужно было решать достаточно долго, даже таким чудесным инструментом, который использует поле. И несмотря на то, что я интегрировала в полевую работу достаточно большое количество различных других техник, я была не удовлетворена, потому что не было общей карты. Потому что не было того общего конструкта, который позволит зайти вот в эту программу и разобрать ее за одну работу, а не ходить вечно и одну и ту же программу прорабатывать на разных уровнях. Потому что спустя какое-то время для меня было абсолютно очевидно, что любая жизненная программа, любая жизненная ситуация, любая проблема, как мы ее называем, имеет несколько уровней. Она обязательно будет в виде ваших мыслей, в виде ваших систем убеждений, она обязательно будет в виде ваших чувств, она обязательно будет как-то отображаться в вашем теле, она обязательно будет иметь какие-то события из текущей жизни, и это не одно событие, которые сформировали это все. Обязательно будет какая-то первичная травма, первичный импринтинг, как мы его называем, где все началось. И очень часто человек даже озвучить это не может, потому что это было в раннем детстве или вообще внутриутробно, или в том, что потом полностью амнезировалось. Это обязательно будет в родовой системе, и не у какой-то одной бабушки или у одного какого-то прадеда. Это как будто такая система конденсированного опыта, где мы в таких-то ситуациях вот так себя чувствуем. Понимаете, там тоже не одно я, не один предок. Там тоже вот систематизация такого опыта происходит, где вот эти предки, которые в контексте этой ситуации вели себя вот так, вот так, вот так, вот так, и в среднем это сейчас меня
меня питает вот таким образом. И более глубокий уровень — это реинкарнационный. И этот реинкарнационный уровень такой же обширный, такой же глубокий, который мы точно так же можем назвать система конденсированного опыта. Что такое система конденсированного опыта? Это весь мой опыт, где я в подобного рода ситуациях чувствовала себя вот так, действовала себя вот так вот выработала такую-то модель чувствования и реагирования. И нужен был инструмент, который сможет позволить соединить все эти уровни и за один раз найти да, вот этот вот корешок, иногда я называю его шампур, на котором все нанизано. Иногда мы говорим, что жемчужная нить с такими вот этими шариками, с вот этими вот программами. И она не просто ниточка, она буквально как корешок. Потому что представьте, вот эти все уровни, у меня есть комплекс чувств, эмоций, каких-то реакций, у меня в родовой системе, да, разветвление такое есть, у меня в карме есть разветвление. И тогда возникает вопрос, что нам нужна техника, чтобы мы могли весь этот корешочек достать, и нам нужна техника для того, чтобы найти тот уровень, тот заряд, где сейчас, проработав вот эту самую яркую жемчужину, да, на вот этой вот корневой системе, мы запустим трансформацию всего корня. Корень легко понимают еще программисты, да, вот некая структура, на которой сидит вся программа. И технический язык самый простой в объяснении того, чем занимаемся с вами мы, поэтому я буду часто вот так вот и прибегать, когда я буду говорить: это ты, как некая комплексная система, это твоя программа, ты эту программу как из жесткого диска достаешь, ты выносишь ее на другой носитель. Для этого носителя мы с вами будем использовать листочки А4, такая некая флешка, на которой мы это выносим. Ну и дальше я очень подробно даю эту технику, я ее там демонстрирую, но ваша задача как бы подготовиться к тому путешествию, которое вас ждет, чтобы вы смогли получить этот инструмент, чтобы вы смогли получить доступ к своему программному обеспечению, чтобы вы не тратили свою жизнь на походы к различного рода специалистам. И, как я уже сказала, в зависимости от того, кому вы придете, тот вас будет и лечить. Пойдете к биоэнергету, с вами будут работать по одному, коучу с вами будут работать по-другому. Вам нужно стать специалистом для себя, экспертом для себя, потому что вы уникальная и неповторимая структура. И сейчас, если вам нужна помощь, то вероятнее всего где-то что-то не течет, где-то что-то закостенело, где-то что-то нуждается сейчас в этой трансформации. По мере того, как вы будете решать с помощью кайден-сессий одну проблему, вторую, третью, потихонечку вы откроете для себя один секрет, вы откроете для себя открытие определенное, что оказывается все корешочки сходятся в одно и то же ядро. Все корешочки сходятся в такую ядерную структуру, которую мы называем корневая программа. Именно эта программа заложена как решение задачи вашей жизни, как цель вашего воплощения. И мы будем видеть, что жизненный путь состоит из таких 3 этапов основных, ради которых мы здесь с вами. Как у нас на каждый день мы планируем, чем мы с вами будем заниматься, точно так же душа планирует, чем она будет заниматься в этой жизни, в соответствии с временем, эпохой, обстоятельствами, задачами, которые ей нужно решить. И, как правило, мы видим 3 больших шага, которые делает наша душа. Она воссоздает себя из прошлого в той конфигурации, которая ей необходима. Необходимо для того, чтобы что-то завершить, из точки А перейти в какую-то точку Б и кем-то стать, да, стать чем-то другим. Ибо там в бесконечности душа находится в неизменном состоянии. Там в квантовом пространстве при всей своей легкости трансформации сознания мы, как правило, находимся в неизменном состоянии, потому что там состояние безвременья. В то время, когда здесь с вами мы имеем время. Это чудесный подарок Творца, который позволяет нам за, уверяю вас, очень короткий период времени пройти смену конфигурации своей до такой степени, что там, в том безвременье, надо было бы, да, это практически было бы невозможно.
И вот мы опускаемся с вами в эту мерность, мы опускаемся с вами в эту реальность, в эту плотность. Нам для этого нужно тело. Это тело мы получаем от наших предков. В этом теле есть те программы, которые есть у нашей души. И мы активизируем эти программы, которые нам нужны. Этим и объясняется, почему даже близнецы имеют разные характеры, разную судьбу. Потому что моя душа включит именно это. И, как правило, включение вот это происходит до 14 лет. Это происходит в момент планирования, от зачатия, год до зачатия, внутриутробный период, год после родов, раннее детство. До 14 лет формируется, скажем, такая структура, которая уже будет потом самодостаточной, которая начинает новый свиток кармы формировать, потому что уже есть сила воли, уже есть ответственность, уже человечество принимает такую личность как отдельного индивида, дает ему уже какие-то поручения, рассматривает его как взрослую единицу. До этого времени родители, весь мир, все двигается в соответствии с планом души. И все наши родители не хорошие, не плохие, они правильные для того, чтобы родились именно вы, сконструировались именно вы. И они как тот папа Карло, который помогал этому полену стать тем, кем он стал, по заготовкам, по сценариям, по архитектуре, которую душа уже принесла с собой. И вот наша задача — воссоздать себя для того, чтобы что-то было завершено в нашей карме. Но так как мы в этом воссоздании используем родовой опыт, то вместе с «я» у меня получается захват опыта не я, захват опыта моих предков, который мне сейчас нужен для того, чтобы что-то возродить, для того, чтобы чем-то стать, для того, чтобы, как бы, знаете, я из этой почвы выхватываю семена, которые мне необходимы. И дальнейшая задача как раз идет по тому, чтобы что-то реинкарнационное было завершено и чтобы что-то было наработано. Мы называем это часто биос, центр базовой прошивки, тем, кем я пришел стать, центр наработанного навыка. И с 30 лет нам нужно соединять наши врожденные какие-то качества, наши наработанные качества, чтобы решить ту задачу жизни, для которой мы есть, для которой мы живем, для которой мы двигаемся. И условно мы у нас в этмологии делим клиента на таких 4 типа. Лошадь, да, пришла, и всадник спит. Это люди, которые обычно только начинают свое путешествие, только начинают свое движение. Все, что их волнует, это здорово ли их тело, их волнует хорошая качественная еда, внешний вид. То есть это люди, которые вот больше заботятся о своем теле, о своей материальной жизни, о своей мирской жизни. И второй уровень и категория людей — это лошадь пришла, и всадник проснулся, просыпается, но он дезориентирован, он не очень понимает, кто он. Это люди, которые начинают задумываться о том, что на самом деле они не тело, а на самом деле они не чувства, и что только удовлетворение какой-то материальной жизни им не дает полного комфорта. И люди начинают себя идентифицировать с чем-то другим, да, вот с этим всадником, который сейчас на этой лошади или в этой лошади. Третий уровень людей — это люди, которые уже в хорошем контакте со своей лошадью, которые в хорошем контакте с собой, которые начинают задавать вопросы из своего «я», начинают двигаться из собственных целей, из собственных убеждений, которые двигаются по своему пути, которые уже выходят на путь своего предназначения, которые двигаются, которые задают уже правильные вопросы про ресурсы, про движение, про помощников, про кураторов, они не идентифицируют себя уже с телом, у них прочищена родовая система, у них достаточно много гармонии с собой, да, и такой союз тела и души. Ну и там есть уже 4-й уровень, такой высший пилотаж, те люди, которые действительно хотят там трансформировать реальность или, может быть, покинуть эту мерность, то, что раньше называли духовным развитием. Сегодняшние инструменты позволяют, на мой взгляд, этот путь проходить более эффективно, чем так, как это было 100-200 лет назад.
Вот, соответственно, вот это вот движение общее, когда вы начнете прорабатывать одну проблемку, потом вторую, и мы шутим, что проблема у меня, как у человека, у души задача. И я у своей души спрашиваю: моя дорогая душа, какую ты задачу решаешь для того, чтобы я, как Ира, могла чувствовать себя счастливой и успешной. То есть счастливой я была удовлетворенной в контексте данной темы, успешной, чтобы эта часть моей жизни сложилась, чтобы эта часть жизни моя проработалась. И обращаясь вот так вот к душе, это и есть вот этот запрос, к которому мы с вами обращаемся, с которым мы входим. И в квантовое поле, это поле души, мы приходим с вами в нашу душу, в поле нашей души, и там в этом поле души как раз и все развернуто, есть все вот эти доступы. И вот эта согласованность, чтобы моя материальная земная жизнь была наполненная комфорта и успеха, чтобы моя душа испытывала удовлетворение от игры и была успешна в реализации тех задач, которые она перед собой поставила, чтобы мое высшее я, мой атман, который сейчас играет эту игру, а душа атма и есть часть его духа, часть его дыхания, который как раз и спонсирует, скажем так, энергетически всю нашу наполненность жизни, чтобы все мои структуры были удовлетворены, чтобы мое тело получало то, что ему нужно, чтобы мое эго получало то, что ему нужно, чтобы мое развитие получало то, что нужно, чтобы моя материальная, мирская жизнь удалась, чтобы мое духовное развитие удалось, и чтобы задачи, которые поставлены моим высшим планом передо мной, были реализованы, и чтобы я помогала своей душе в реализации ее задач, при этом моя душа помогала мне в том, чтобы моя жизнь была счастливой и успешной. И вот именно эти задачи мы перед собой ставим. Именно ради этих задач и был организован этот процесс. Дальше, кроме вот этих разновидностей кайтен-сессий, я дам вам элементы айвижинга. И некоторые спрашивают, чем же отличается айвижинг от визуализации или от медитации, потому что выглядит это очень похожим. Закрой глаза. И здесь очень важно, чтобы вы также сейчас немножко разобрались. Когда я говорю визуализация, мы представляем, мы фантазируем. Кто представляет, кто фантазирует? Ваш ум. Как вы думаете, что может создать ваш ум? Он может создать только то, что он когда-либо видел, что он когда-либо представлял, с чем он уже работал. И на основании этих сегментов, этих фрагментов он может вам что-то предложить и что-то создать. Уверяю вас, то, что создано для нас Творцом, то, что создано для вас вашим Высшим Я, всегда это, знаете, как то, что может нарисовать ребенок, и то, что может нарисовать великий художник, то, что может создать великий архитектор, и то, что может создать малое дитя, будет столь же разительным, как что может создать ваш ум, и что может создать ваше истинное Я. Поэтому мы не представляем, мы не фантазируем, мы даем адрес, мы даем задание. Мы говорим о том, что я сейчас исследую тот опыт моей родовой системы, с которым я связан посредством данной темы. И айвижинг дословно переводится «я видение». И я начинаю наблюдать. Я начинаю наблюдать за тем, что у меня за закрытыми глазами. Некоторые хорошо видят, отзеркаливают с открытыми глазами. И там может быть целый событийный ряд. Я наблюдаю за своими чувствами и эмоциями. Я наблюдаю за своими телесными реакциями. Я иду за этими телесными реакциями. Я их проявляю. Я что-то рассоединяю. Я что-то открываю. Я двигаюсь. И это не представление, не фантазирование. Это позволение быть уму просто сторонним наблюдателем. И вот эта позиция я наблюдаю за собой же, я наблюдаю то, что проявляется, позволяет быть открытым и распаковаться тем файлом и всему тому, что фиксирует, что контролирует наш ум и наши все процессы и защиты механические. Когда вы
просто медитируете, там тоже есть концентрация, есть расслабление. Вы скорее стремитесь раствориться или стать. В медитации, если это концентрация, то вы буквально сливаетесь, соединяетесь с тем, зачем вы наблюдаете, или вы растворяетесь в пространстве, вы перестаете существовать. Вот это медитация. У нас такой задачи нет. У нас остается сторонний наблюдатель. У нас остается я-видение. У нас остается фиксация, которая просто констатирует, просто смотрит, не включается, не активизируется, я имею в виду эмоционально. Включаемся только, когда нужно это сделать. Если я сейчас понимаю, что внутри меня вдруг какой-то, я знаю, что это мой родовой опыт, и там кто-то, кому сейчас стыдно, я могу сейчас обратиться и сказать: я чувствую тебя в себе. И ты здесь застрял, и то, что ты помнишь, только память. Да, я могу сейчас обратиться к этому, то есть я включаюсь, но я не включаюсь эмоционально, я не говорю: ой, миленький, ой, как жалко тут тебя, да, ой, или что ж ты, дурак, тут застрял. Я не добавляю здесь эмоции, я здесь констатирую, и я здесь практически как собственная компьютерная программа отслеживает и смотрит. Кто-то застыл, кто-то замерз. Да, я сейчас сюда приглашаю целительные силы, которые необходимы этой частичке моего родового сознания. И я обращаюсь: это только память. Ты здесь остыл. Или я вижу, что какая-то женщина, которая застыла там над каким-то ребенком, который плачет. И я, глядя в свою родовую систему, никогда не могу сказать точно, это опыт моего предка или это опыт того, кто пострадал от нас. Но там внутри я могу сейчас немножко сонастроиться. И, как правило, вы знаете, нет, это тот, к кому мы причастны, к судьбе которого мы причастны. И вы тогда можете обратиться и сказать: я ребенок этой системы. Если то, что я здесь вижу, правда, то, возможно, мои предки причастны к тому, что произошло с тобой. Да, и я приношу свое прощение, свое извинение за своих. И ты здесь застряла, и это было давно. И да, мы как бы открываем эту капсулу. Вот это и есть включение. То есть там нету чувств, там есть тот, кто фиксирует, тот, кто наблюдает, и тот, кто смотрит. Вот этими отличается iVision от всех других техник, которые есть в воображениях, визуализациях и многие другие. Я сертифицированный гипнотерапевт, и данную технику очень хорошо знаю. И вот эта вот позиция совсем другого качества открывает для нас квантовое поле, открывает для нас безмерное пространство, где мы знаем, что я сейчас смотрю и работаю здесь, а работа одномоментно происходит моими двойниками на всех уровнях, на всех этажах, на всех частях моей программы, пока я осознанно сейчас работаю вот с этой частью своей программы. Вот, наверное, такое небольшое вхождение, которое вам необходимо. Вас ждет очень много интересного, вас ждет очень много познавательного, вас действительно ждет совсем другое качество жизни, если вы будете действовать, если вы будете не верить мне, не слушать, а проверять, если вы не будете останавливаться, потому что на первых порах у многих что-то не получается, есть разные системы, одни более загружены, другие более тяжелые, третьи более ригидные, четвертые более жесткие, у которых вот у нас принципы, мы этим гордимся, мы вот такие, пятые слабые, астеничные, все мы очень разные, и дорогу осилит идущий. И никогда никаких изменений в вашей жизни не будет, и никакая золотая рыбка не придет и не сделает для вас ничего, чего можете сделать вы. Для меня кайтан-сессия — это та чудесная золотая рыбка, которую вы можете использовать, но она будет говорить, что нужно делать, на что нужно посмотреть, во что нужно включиться для того, чтобы те изменения, о которых вы мечтаете, наступили. Я искренне желаю вам дисциплины, в первую очередь, собранности, самоупорядочивания. Вам нужно себя как бы самоорганизовать. Спрашиваю часто, ли можно делать данный вид работы. Давайте процессом разворачиваться, давайте процессом проходить.
после работы занимаетесь своего рода айвижингом, наблюдаете, что происходит с вами, что происходит с окружающими, что происходит на экране вашей жизни. Давайте возможность разворачиваться. Помните, что есть много программ, которые вы бы прошли на Пхоге. Пхога — это естественное проживание судьбы через болезни, лишения, потери. И если вы с такими программами, это роковые программы, судьбоносные программы, нельзя, к сожалению, Пхогу взять и вытереть вообще. Нельзя взять ластик и полностью убрать. Все, ой, я же там раскаялась, я же там уже по-другому подумала, все. Но еще не наработан навык. Есть очень много зон развития. Смотрите на то, в чем вам нужно развиваться, какие качества вам нужно в себе развивать, порядочности, человечности, потому что кроме вот этого вот, как я говорила, лошади с всадником, у нас еще есть другая градация, это где я человек-человек, человек-животное, вернее, человек-человек и человека-бог. И наша с вами задача на каждое воплощение стать тем наивысшим звеном, которое нам позволено в этой мирности. А человек-бог — это человек, который и духовен, и живет на другой частоте, других вибраций, других эмоций. Соответственно, наша задача будет не только в решении ваших проблем, не только в улучшении качества вашей жизни, но вот в этой вот согласованности с вашей душой, с вашим путем и в эволюции вашей души, и в эволюции и трансформации вашей личности. Соответственно, двигаемся на той скорости, как для вас полезно, двигаемся в соответствии с теми процессами, как они разворачиваются. Если после какой-то работы есть какая-то турбулентность, что-то в теле, что-то происходит, не надо расстраиваться, не надо бояться, потому что, как я сказала, что такое деконструкция? Это когда здесь прям начинает что-то меняться. Если вы сделали какую-то работу, как вы думаете, что будет на внешнем вашем экране? Будет то, что вы называете сыпется. Да, начнет сыпаться. Но в этот момент, если вы смотрите на то, что сыпется, вы фиксируетесь на этом негативном, страх, боль, ой-ой-ой, подождите, это не так, как я ожидала. В то время, когда вам надо смотреть и направлять свой eye-vision, свое видение на то хорошее, что там проявляется. Представьте, что мой цветочек не сразу появился, да, что сначала здесь начала сыпаться сначала ищенка, да, хотя здесь уже какой-то лепесточек. Смотрите не на то, что сыпется, смотрите на то, что проявляется. Смотрите на то, что проходит оттуда, фиксируйте это, радуйтесь этому, радуйтесь, что Бог Шива пришел и сейчас деконструирует, разбирает вашу матрицу для того, чтобы на ней новое что-то появилось. Потому что если вы сейчас схватитесь, испугаетесь, да, еще чего-то, это для тех, у кого могут быть какие-то турбулентности, то наоборот, учитесь этому радоваться, учитесь тому, что трансформация запущена, и по мере того, как вы будете видеть то хорошее, что там, и то, что внутри, быстрее пройдет согласованность, и быстрее вы придете в ту конфигурацию, в ту конечную точку, из которой вы в процессе работы прошли. Потому что то, что будет происходить в кайтен-сессии, такая машина времени, то, что, возможно, развернулось бы в десятилетиях, иногда в столетиях, вы за одну кайтен-сессию в квантовом пространстве можете пройти. Соответственно, здесь, в материальном мире, может произойти, да, вот таких вот множество каких-то микродвижений, и эти микродвижения могут быть вами расценены как что-то негативное, что в вашей жизни вдруг начало двигаться или сыпаться, как говорят. Наоборот, радуйтесь, встречайте эти изменения, доверяйте своему высшему Я, доверяйте своим проводникам, и вы непременно выйдете в те коридоры вашей судьбы, где сияет ваше внутреннее солнце, где вы в нужном состоянии, на нужном коне, с нужной скоростью и в удовлетворении проходите свое путешествие. В Добрый путь у нас есть специально созданная для вас группа, которая будет, она посвящена именно кайтен-сессиям. Там вы можете задавать какие-то вопросы. Вопросы личного характера практически бесполезно задавать, я все равно буду отвечать. Проверяйте, двигайтесь и смотрите на те уровни, на которых есть ответы на ваши вопросы. Скорее я жду вопросов технических, я жду обратной связи, я жду, когда вы, может, попросите, когда вы что-то будете чем-то обмениваться, и кто-то вас там поддержит или даст какой-то совет или еще чего-то. То есть это такое пространство, где мы
в этой группе будем именно данную технику оттачивать, продолжать наше обучение и обмениваться всем тем, что у нас получается. А сейчас мы проведем с вами небольшую медитацию. Это будет наша такая инициация, вхождение в наш круг силы. Для этого я предложу вам сесть поудобнее. Ваши ручки, ножки могут быть скрещены, это не имеет никакого значения. Важно, чтобы вам было удобно. Закройте глаза, и там за закрытыми глазами представьте, что вы за закрытыми глазами выдыхаете и открываете глазки на большой огромной поляне. На этой огромной, большой, бескрайней поляне стоят люди, большая часть из них женщины, они стоят в кругу. И они создавали этот круг как круг силы и заранее благословили и пригласили всех тех, кто захочет к нему присоединиться. Это круг поддержки, круг исцеления, круг начала путешествия. Это место, где ты можешь пожелать кому-то, абсолютно каждому стоящему здесь, чтобы те задачи, которые он ставит перед собой, были реализованы, были достигнуты. Из этого места мы посылаем пожелания человечеству, нашей планете. В этом месте мы просим поддержки у нашей родовой системы. Мы просим, чтобы в нашу работу приходили те предки, которые нуждаются в исцелении, те предки, которым есть что тебе передать, свою мудрость жизни, свою соль жизни, свои наработки, то, чем какой-то предок так и не смог воспользоваться, потому что ему жизнь этого не позволила, а у него был этот талант, и этот талант сегодня нужен тебе, чтобы усилить, раскрыть свое движение, и чтобы было реализовано то, что твой предок так и не смог реализовать. Сюда мы приглашаем наших помощников, наставников, кураторов, ангелов-хранителей. Здесь мы просим наше «Я», наше высшее «Я» курировать наше движение. Сюда мы приглашаем те спектры, те силы и тех богов, которым когда-либо молилась ваша душа. Возможно, когда-нибудь у вас были воплощения, где у вас были хорошие отношения с Аполлоном. Может быть, когда-то Зевс вас слышал, богиня Лакшми. Кто-то из пантеона кельтских богов или африканских. И эта наработка, эта дружба никуда не делась. Если здесь, в этом времени, в этом пространстве есть твои помощники, твои старые, добрые, хорошие наработки, которые будут полезны для решения твоего вопроса, для твоей трансформации, для твоих изменений, и обращаясь к ним, к ведомым и неведомым, тем, кто помогают на пути твоего развития, на пути твоего продвижения, на пути решения той задачи, которую сейчас решает твоя душа. Ты приглашаешь их сюда, в этот круг. И глядя на тех, кто стоит здесь, мы с улыбкой, заботой и наилучшими пожеланиями для себя и для них отправляемся в свои внутренние вселенные. И этот круг для тебя, и ты можешь в него приходить для того, чтобы постоять, или для того, чтобы начать эту работу. Ты можешь входить в эту визуализацию, а можешь перед работой просто знать, что твой двойник стоит там, в этом кругу, и получает поддержку, благословение, помощь от всех тех, кто в этом кругу, и от всех тех, к кому ты обращаешься. И ты можешь на выдохе открыть глаза, вернуться сюда. И в каких-то других медитациях я буду предлагать тебе там за закрытыми глазами снова закрыть глаза
и пойти, например, вместо своей силы, или пойти на какую-то встречу, или да, мы открываем глаза, и мы попадаем в свое здесь пространство, и открываем свое поле, и работаем уже со своим полем. Эту медитацию, как я сказала, не обязательно проводить. Вам просто нужно знать, что под курацией вашего высшего «Я» в своей внутренней вселенной проходит ваша работа, но в поддержке и в сопровождении всех тех людей, которые стоят в виртуальном пространстве, в едином кругу и проходят похожий путь, похожие движения. Это люди, которые развиваются, это люди, которые трансформируются, и люди, которые идут с тобой, если не одной дорогой, то где-то в одном направлении. Ну что ж, добро пожаловать в наш круг, добро пожаловать в мир трансформации и изменений. И я, Ирина Ищенко, с радостью сопровожу вас в этом.